Я вас приветствую. Немножечко затронем тему о питании. Очень многие задают вопросы относительно вегетарианской пищи. Едите вы мясо, не едите мясо. Поскольку я в йоге с 50 лет, мясо я очень плавно, не то чтобы отказывалась, а просто само тело не принимало мясной продукт, и я без какого-то насилия, оно само ушло, я даже не акцентировала на этом внимание, то есть вот тело, оно подсказывает, что питать и как питать его. Вот. Постепенно я отказалась от свинины, от говядины, потом год где-то отказывалась от курицы, оставила рыбу и индейку, и потихонечку, то есть без насилия все это уходило, совершенно без сожаления, но и без фанатизма. То есть я прям категорично не отказываюсь. Если вот где-то вы там в гостях, можете, допустим, маленький кусочек попробовать немножечко, чтобы не обижать там людей, которые вас пригласили и старались ради вас, там, наготовили. Можно хотя бы ради приличия немножечко поесть, чуть-чуть насладить себя. Если можно так сказать. Вот. На самом деле совершенно нету привязки к мясу. Я специально для себя не покупаю его, не готовлю, только рыбу исключительно. Если есть такая возможность, исключительно только что выловленную. Если нету, соответственно, там более-менее свежую рыбу употребляю. Конечно же, очень много овощей, салатов всевозможных делаю, приправой пользуюсь. Но сколько раз питаюсь в день? Вот могу вообще раз в день поесть. То есть, если ваше время чем-то занято, и если вы чем-то увлечены, то мысли, они отходят от вашего, так сказать, питания, не заполняются, не думайте, что вам там на обед приготовить, что вам там на ужин приготовить. Вот, то есть научитесь различать аппетит от голода. Если у вас аппетит, вы можете выборочно что-то выбирать пищу. Это хочу, это не хочу. А если вы находитесь в истинном голоде, то вы съедите все, что вам предложат. И это будет правильно. То есть голод вам говорит в вашей голове, в вашей мысли, что пора бы поесть, и тело готово к перевариванию пищи, и желудок готов к приему пищи. Вот. То есть будьте внимательны к своему телу, а оно вам говорит, что вам нужно и чем вам нужно питать ваше тело, в каком количестве. Не переедайте, вставайте со стола немножечко голодным, чтобы было такое мягкий голод внутри. Относительно голодовки, допустим, голодаю я или не голодаю, да, у меня могут быть раз в неделю, день в сутки, 24 часа я могу ничего не есть, или в течение 30 суток. Иногда раз в полгода я ухожу на недельное голодание, то есть на очистку. Есть такая техника шанка-прошалана, очень полезно ее делать, очищать, отшелачивать тело, кишечник, и вместе с тем и мысли тоже становятся ясными. Вот. Вам становится легче, у вас появляются какие-то идеи, легкое тело, легкие мысли, поднимается настроение, появляется такая внутренняя воздушность и восприятие мира более на позитивном уровне. Вот такая вот улыбка все время не сходит с вас лица, вам хочется всех обнять,
вот, пожелать всем добра, радости, любви и какого-то развития внутреннего. И вот я бы вам посоветовала, чтобы не зацикливаться на еде, чем вот человек, если, может быть, вы сами замечали, если человек ничем не увлеченный, он, как правило, увлекается, ну вот не то чтобы увлекается, как можно больше он кушает, и у него все разговоры о еде, что, как приготовили, что собрали, что купили. Ну вот обратите на это внимание. А если человек увлеченный, у него есть занятие любимое, он думает больше о занятии, и энергия тратится больше туда. Но и если появляется чувство голода, он, конечно же, кушает то, что ему, ну, как бы вот чувствует свое тело, чувствует, что ему нужно. Но это если совсем так кратко, я не хочу углубляться в эту тему, просто слушайте свое тело. Оно вот с вами вот разговариваете, уходите его, заставляете то, чтобы заставляете, а позволяете ему уйти в какие-то новые ощущения. Если вы никогда не испытывали голод, попробуйте его испытать. Не бойтесь сразу закинуть туда в желудок что-то, лишь бы чтобы закинуть, да, а попробуйте понаблюдать, какое внутреннее состояние у вас через этот голод уходит в ваше сознание. Проживите это состояние и испытайте вот такое внутреннее удовольствие. Ваше тело, оно вас ведет по жизни. Вот просто наблюдайте за происходящим в вашем теле и держите свои мысли в позитивном ключе. И будет у вас все получаться. Вот. Я вам желаю в этом удачи. Не насилуйте свое тело, старайтесь жить в легкости. Всего доброго. Намасте.